Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео мы разбирали, как сохранять целые массивы информации во внешнюю энергонезависимую память EEPROM с использованием стандартной для среды Arduino IDE библиотеки Wire. В этом видео я хотел бы чуть подробнее остановиться на особенностях работы с этой библиотекой и связанных с ней ограничениях. В первом скетче из прошлого видео, где мы сохраняли массив данных в EEPROM, я показывал разницу между сохранением по байтам и сохранением блоком данных. Разница получилась почти трехкратная. Если открыть даташит на модуль памяти 24LC512, то можно увидеть, что наряду с записью одиночных байт в выбранный адрес памяти, за счет внутреннего кэширования чип позволяет одновременно записывать блоки кода до 128 байт. Данные записываются в память, начиная с адреса, который мы задали с помощью первых 2 байт. Создадим тестовый скетч, где попытаемся последовательно записать в память 128 байт. Для этого значение каждого следующего байта будем увеличивать на единицу. И в этом же скетче последовательно считаем записанные данные. Загружаем скетч, открываем монитор порта и видим, что последовательно у нас записалось только 30 байт, а далее у нас идут нули. Дело в том, что в библиотеке Wire в среде Arduino действует ограничение максимального размера кэша в 32 байта. И вот как раз первые 2 байта это у нас задание адреса ячейки памяти, и начиная с этого адреса мы можем последовательно записать 30 байт. Итого получается в сумме 32 байта. Это ограничение мы, кстати, можем увидеть, заданное как константа в самом файле библиотеки. Есть еще одна особенность, которую нужно учитывать при работе с библиотекой Wire. Попробуем выжать из библиотеки максимум и записывать по 30 байт в EEPROM. Предположим, нам нужно записать 600 байт данных в память, то есть 20 раз по 30 байт. Создадим соответствующий цикл и каждый раз будем записывать число в интервале от 0 до 29. Далее выводим в монитор порта адрес EEPROM, из которого мы читаем, и записанное в него значение. Загружаем скетч в Arduino, открываем монитор порта, ждем, пока считаются все адреса. У нас получилось 600 байт мы заняли памяти. И в общем-то последовательность записи соблюдается, но в районе адреса 256 возникает сбой. И точно такой же сбой возникает в районе адреса 512. Дело в том, что когда мы записываем данные блоком, мы передаем только адрес первого байта из блока, а далее сама библиотека Wire добавляет к адресу следующего байта единицу. Но я так полагаю, что в самой библиотеке, добавляя единицу к адресу 250, мы не получаем адрес 256, а возможно получаем адрес 0 или вообще какой-то случайный адрес. Записывая блоки по 30 байт, 8 блоков у нас запишется нормально, так как они укладываются в первые 256 байт. А вот с 9 как раз и возникает проблема, так как он как раз накладывается на переход от 255 байта к 256. То есть если мы изменим размер блока до 16 байт и снова загрузим скетч, то ошибка не возникает. Уменьшив на единицу до размера блока в 15 байт, ошибка примерно в районе 256 снова возникнет. Здесь 0, а должна была быть единица. Уменьшим размер блока до 8 байт, загружаем скетч. И видим, что при переходе с адреса 255 к адресу 256 ошибка не возникает. То есть передаваемое число байт должно быть кратно двойке. То есть 2, 4, 8 или 16 байт. Именно поэтому в скетче, где мы записывали картинки для светодиодной матрицы в EEPROM, я осуществлял запись блоками по 16 байт. При этом каждый цвет для записи, которого хватило бы и 3 байт, я записывал с помощью 4 байт. Да, так получается, что мы тратим больше памяти, но зато так мы записываем ровно 4 цвета за каждое обращение к EEPROM. Если бы мы записывали по 3 байта на цвет,
необходимые нам 16 этих байт мы бы не получили, и пришлось бы кусок одного цвета переносить в следующее обращение к EEPROM, что не очень удобно. Тем более в следующем видео мы поговорим о том, как можно тратить всего 1 байт на цвет вместо 3 или 4. И, соответственно, после такого преобразования мы сможем записывать сразу по 16 цветов пикселей за один раз. А вот при чтении мы можем считывать из памяти сразу 32 байта, так как операция чтения устроена немного иначе. После передачи первых 2 байт, задающих начальный адрес памяти, мы с помощью функции endTransmission завершаем передачу, и затем с помощью функции requestFrom получаем последовательные 32 байта из EEPROM памяти. И далее разбираем эти данные на цвета. Получается, что за один раз мы считываем сразу 8 цветов, что обеспечивает достаточно высокую скорость чтения. Особенно это актуально при воспроизведении анимации. Надеюсь, видео будет кому-нибудь полезно. В следующем видео разберем другие цветовые схемы помимо RGB, чтобы тратить на каждый цвет не 3-4 байта, а 2 или даже 1. На светодиодной матрице разница будет почти незаметна, а экономия памяти и скорость записи и чтения данных у нас существенно увеличится. Спасибо за просмотр. До встречи в новом видео.